Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса по вязанию мультяшного героя черного кролика по имени Бинг. Продолжаем наше вязание. Мы провязали с вами 6 рядов без изменения. В каждом ряду по 54 столбика без накида. Далее отметили новый ряд и в следующем ряду вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем одну убавочку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6 плюс 1 убавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 убавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. Далее на этом этапе наполним наше вязание наполнителем. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду мы будем вязывать с вами ушки. Для начала провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее берем правое ушко, прикладываем к голове и провязываем вместе 4 столбиками без накида. Я буду помогать себе здесь вспомогательным крючком, так как последний ряд на ушке я провязывала именно им. Итак, протягиваю рабочую нить сквозь голову и сквозь ушко и провязываю первый столбик без накида. Один столбик без накида.
второй столбик без накида. Итак, провязала я все 4 столбика без накида, ушко и голова вместе. Сделала это немножко за кадром, потому что здесь уже совсем мне неудобно вязать. Итак, далее вяжем по голове 9 столбиков без накида. Далее берем левое ушко, прикладываем к голове и также провязываем вместе с головой 4 столбиками без накида. И до конца ряда вяжем 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее ваше вязание будет самостоятельное, без меня, так как мне эта игрушка сейчас вот она стала больше, и мне совсем с нею неудобно. Она, получается, не сгибается никак, и получается на камеру совсем неудобно стало вязать. Но далее там совсем осталось немножечко, буквально 3-4 ряда, и они очень легкие. Я сейчас объясню, как вязать. В следующем ряду вяжете 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторяйте до конца ряда. Итоговое количество петель должно получиться 24. Следующий ряд вяжете 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторяйте до конца ряда. И итоговое количество петель у вас должно получиться 18. Следующий ряд, это будет третий, вяжете 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторяете до конца ряда. Итоговое количество петель у вас должно получиться 12. И последний ряд вяжете 6 убавочек подряд. Итоговое количество петель у вас должно получиться 6. И потом уже вот отверстие, которое там останется в конце вязания, мы с вами его утянем вместе. Провязали последний ряд, протягиваем ниточку рабочую сквозь последнюю петлю, вытягиваем ее и отрезаем, оставляя хвостик длиной 10-15 сантиметров, для того, чтобы было удобно этим хвостиком закрыть отверстие, которое вот осталось у нас здесь на макушечке, такое вот небольшое отверстие, и закрываем его так, как бы обвивая каждую петлю вот этим вот нашим хвостиком, обвиваем и подтягиваем. Обвили петлю, подтянули. И так вот по кругу. Итак, обвили все 6 петель. Далее этот хвостик выводим на заднюю сторону головы. И фиксируем на любой задней стеночке, на любой подходящей петельке. Фиксируем этот хвостик узелочком и окончательно прячем вовнутрь вязания. Далее займемся глазками. Для начала предлагаю вырезать вот такую вот формочку из бумаги белой. Это вот форма глаза. Получается вот размеры ее по горизонтали 5 сантиметров и по вертикали 3,8 сантиметров. У меня вот такое вот получилось. И потом уже я прикладывала к фетру, обводила и вырезала из фетра уже из белого. Вот у меня глазки уже готовые. Вот, я их уже заранее подготовила. И вот такой вот на белую часть вырезала, как так сказать, трафарет. Далее кружочки. Зеленый кружочек идет диаметром 3,8 сантиметров, а черный 3,2 сантиметра. Для кружочков я трафарета не делала, я прям на фетре рисовала от руки эти кружочки и потом вырезала. И потом все эти 3 детальки между собой склеила. Вот так вот видите, да, вот форма, она вот такая вот получается, не круглая, а как в виде какой-то такой вот капельки, можно сказать.
Далее приклеиваем глаза в 10-13 рядах. То есть отсчитываем от шеи все черные ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, далее 9, 10. И то есть вот 10, 11, 12, 13 на вот этих вот 4 рядах и будут расположены глазки. Между глазками делаем промежуток в 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот так вот равномерненько приклеиваем. Итак, глазки приклеены уже. Я эту третью заключительную часть снимаю частями и ночью, и днем в разные дни, поэтому у меня в кадре здесь появляются некоторые изменения. Надеюсь, это вам не мешает. Итак, далее мы пришьем с вами мордочку. Берем мордочку, швейную иглу, швейную нить, сложенную вдвое. У меня это будет белого цвета. И зафиксируем ниточку на 4 ряду от шеи. Считаем черные ряды. 1, 2, 3, 4. Вот здесь вот где-нибудь сбоку зафиксируем. Далее прикладываем мордочку и будем ее пришивать как бы не вот такой вот овальной формы, как мы связали, а вот слегка вот так вот поднатянем, чтобы немножечко вот этот вот нижний край, он был бы как бы легким таким уголком. А здесь вот таким вот полуовалом и сюда вот легким уголком таким вот как бы сформируем мордочку. И вот так вот по кругу захватываем петлю на мордочке, захватываем столбик со всеми стеночками на мордочке, то есть на голове игрушки. И вот в этой в нижней части я вот эти вот петли на мордочке стараюсь пришить, как бы их оттягивая вот так вот вниз. Спускаюсь на голове пониже иголочкой, чтобы нижнюю часть вот так вот к низу подтянуть. Но она совсем явно таким треугольничком, конечно же, не получится, но в то же время и не такая вот овальная. То есть в этой части она вот так слегка, вот в нижней части мордочка опускается вниз. И завязываем хвостики на узелочки. Мордочку я не наполняла наполнителем. Решила оставить так, без наполнения. Далее вышьем с вами носик и ротик. Берем швейную иглу с большим ушком, не плюшевую пряжу, у меня это полухлопок черного цвета, продеваем ее, и вот в таком состоянии она в длину у меня получается метр. Этого должно хватить, может даже еще и останется. Далее заводим крючок, ой, то есть иглу над мордочкой, вот тут вот в черном ряду, и выводим, так, где у нас будет носик, вот один ряд мы тут вот захватим и будем вот на нем формировать носик. Выведем вот здесь вот серединочки, протянем, здесь оставим хвостики для завязывания на узелочки. И теперь вот такой вот треугольной формы, вот этот вот, скажем так, верхний ряд мордочки, будем его обхватывать
и заполнять до тех пор, пока нам не будет нравиться носик. Но сильно тоже не заполняйте его, не делайте его таким курносеньким. Носик у Бинго должен быть таким более плоским. Делаем его таким вот небольшим, аккуратненьким. Иглу не там вывела. То есть заполняем такой треугольной формы. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону, потом серединку. И так вот по очереди заполняем до тех пор, пока не будут у нас заполнены просветы все. Итак, я делаю последний стежок на носике. Завожу вот здесь вот иглу сбоку. Вывожу иглу под носиком. Далее захватом отмечаем вот здесь вот серединочку. Вот это получается один ряд вниз и 2 ряда вниз. Вот здесь вот в серединку заводим иглу и выводим вот здесь вот где-то напротив середины носика, чтобы сделать, чтобы нам поднять ротик, чтобы был в форме улыбочки. Подтягиваем, потом смотрим, как у нас, нравится ли нам такая улыбочка. Я думаю, что можно оставить. Далее, что мы делаем? Далее иглу проводим вот под этой, получается, черточкой из ниточек. Далее опять как бы делаем обхват нитью этой черточки. То есть мы фиксируем как бы наши эти ниточки. И здесь, в том же районе, только вот с этой стороны, заводим иглу и выводим вот здесь вот в серединочке. И далее делаем, формируем вот тут вот ротик такой вот как бы полутреугольной формы. И захватывая вот эти вот ниточки, вот эту вот улыбочку, как бы вот на ней мы будем и формировать ротик. Делаем обхват, только сильно ниточку не натягиваем. Опять вводим середину. Далее выводим. Можно с внутренней стороны подхватывать еще и столбики на мордочке для более хорошей фиксации. И опять возвращаем иглу вот тут вот в серединочку. Теперь вот с этой стороны выводим. Выводим так, чтобы вот было прям близко-близко к вот этой вот полосочке.
Ну все, для меня это достаточно. Теперь я завожу опять в серединку сюда иглу и вывожу снизу уже на голове. Отрезаю. И, конечно, у меня осталось очень много лишнего. Но это лишнее на данный момент. Я потом еще применю эту ниточку где-нибудь в какой-нибудь игрушке. И все, завязываем вот эти вот хвостики на узелочки. Находим заднюю стеночку любой подходящей нам петли. Фиксируем на ней одним узелочком. И потом желательно хвостики расслоить между собой на более тоненькие хвостики и завязать, чтобы узелочки не были такими грубыми. Так, теперь расслаиваем. Вот так будет достаточно. Еще немножечко отрежем, чтобы не были такими сильно длинными хвостиками. И прячем вовнутрь головы игрушки. И с этими хвостиками делаем точно так же. Далее сделаем чубчик нашему кролику. Из полухлопковой пряжи черного цвета нарезаем вот такие вот полосочки длиной 6-7 сантиметров. У меня где-то, наверное, таких 30 штучек. И фиксируем их в том районе, там, где вот у нас было отверстие, когда мы закончили вязание головы. Вот в том районе, вот в этой вот серединочке, и фиксируем все вот эти вот наши, скажем так, прядки чубчика. Так, все пряди я зафиксировала. И далее я беру вот так вот этот чубчик и подстригаю слегка. Так вот, я не знаю, как это сказать, в виде елочки или треугольничком. То есть макушечка получается самая высокая, а по краям покороче делаю прядки. И вот так вот это выглядит. Вот такой вот чубчик. Далее подтянем ушки вот в этих вот местах швейной нитью к голове, чтобы они более-менее стояли вертикально, но не сильно. Нам не нужно вот такой эффект, нам нужно сделать вот такой вот эффект ушек. Берем швейную иглу и швейную нить черного цвета, сложенную вдвое. Заводим иглу вот здесь вот рядом с ушком на голове и с внутренней стороны как бы подхватываем 3 столбика на голове. Протягиваем ниточку, здесь оставляем небольшой хвостик, чтобы завязывать его, фиксировать. Также на ушке, вот здесь вот в нижней части, подхватываем 2-3 столбика, выводим иглу. Здесь у нас получается двойное вязание. Выведем сначала иглу на наружную часть ушка. Далее захватываем здесь где-то 2-3 столбика.
Выводим иглу, пока сильно ниточку не натягиваем. Далее опять же на голове подхватываем 3 столбика, протягиваем ниточку. Далее также подхватываем 3 столбика на ушке. Выводим иглу. И теперь вот здесь вот тихонечко берем за первый хвостик и за вот эту вот ниточку. И так тихонечко, слегка подтягиваем ушко к голове. Хорошенечко все подтянули. Далее завязываем на узелочке. Завязали на узелочке, лишнее отрезаем и эти хвостики прячем вовнутрь головы. И второе ушко подтягиваем к голове точно так же. Далее пришиваем пуговицу. Пуговицу пришиваем между 6 и 7 рядами, если считать все красные ряды от головы. Это вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вот стежочек делаем между 6 и 7 рядами. Я буду пришивать плюшевой пряжей черной. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь. Так, смотрим серединочку. Вот это вот серединочка. Подхватываем 2 столбика. Далее свяжем и пришьем хвостик. Берем плюшевую пряжу черного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Следующий ряд вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. То есть делаем 7 прибавочек подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. В следующем ряду сделаем 2 прибавочки через каждые 6 столбиков без накида. То есть вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 плюс 1 прибавочка. И повторим так еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, делаем соединительную петлю, ниточку протягиваем и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Вот эти 2 хвостика между собой можно будет завязать, чтобы они не мешались при пришивании.
И пришиваем хвостик к туловищу кролика. Берем швейную иглу, швейную черную нить, сложенную вдвое, фиксируем ее на зайке. Получается у меня это вот приблизительно 4-й ряд, если считать по ножке и вот если считать от обвязки, которую мы делали по ножке. И вот 1, 2, 3, 4, вот здесь я вот зафиксировала. И по кругу пришиваем хвостик, и по ходу пришивания наполняем хвостик немножечко наполнителем. Хвостик пришит, наш с вами кролик Бин полностью готов. Кстати, когда вышивала на втором ушке вот этот вот узорчик, я поняла, что у этого зайки вот эти вот линии узора полностью состоят из 10 стежков. И вот эта линия, и вот эта вот линия. На первом зайке я делала вот эту линию из 9 стежков, а здесь вот чисто случайно один добавила, но визуально это никак не повлияло, просто вот добавился еще один стежочек. Итак, всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Делитесь своими фотографиями своих работ, присылайте мне их на e-mail, адрес я здесь укажу, или же в Instagram ставьте, пожалуйста, хэштег решетка по нижнее подчеркивание МК, нижнее подчеркивание The Handmade, либо просто решетка The Handmade. И я буду видеть ваши работы, делиться у себя в сторис. Мне будет очень и очень приятно смотреть на результат, итоговый, можно сказать, итоговый результат. Это не конец мастер-класса, а когда я уже вижу именно ваши работы. Мне будет очень приятно. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Всем пока-пока!